Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что дождались наш сегодняшний эфир. Почему? Потому что, помните, было такое выражение: матч состоится при любой погоде. И даже если что-то происходит, все равно среда, прямой эфир с Костем Бондаренко. Он на связи. Константин Петрович, приветствую вас. Здравствуйте, и прошу прощения у наших зрителей, а также у вас, Александр, за то, что пришлось задержаться. Ну, работа есть работа, так что в этом плане как раз пришлось немножко сместить график. Но я стараюсь быть пунктуальным, в данной ситуации не всегда получается. Ну, знаете так, все стараются закончить войну, но, как говорится, не всегда и не у всех получается. Да? Будет такая вот линия у нас сквозная нашего сегодняшнего разговора. Два слова о формате. Все как обычно. QR-код, который видите возле меня, это возможность поддержать канал. И там есть графа «Задать вопрос». С этих вопросов будем начинать эфир. Также закрытый клуб Шелеста в телеграм-канале. Там тоже есть анонсы, и можно оставлять вопросы. И, конечно же, сообщество YouTube. Заблаговременно напишите, что думаете. К вопросам с чатом перейдем в самом конце и будем как бы вживую, да, поэтому если хотите в чате написать вопрос, приберегите для финала эфира. И традиционно, ну, чтобы чат не дремал, тут всяко разно обсуждаются, пока мы с вами беседуем о вечном. Опрос нашего сегодняшнего эфира. Он звучит так. Заставят ли Соединенные Штаты Америки Ермака и Зеленского принять условия Москвы? Вот такой бесхитростный, простой вопрос. Варианты. Да, уже почти заставили. Возможно, но еще поторгуются. Нет, Зеленский отпетляет от капитуляции. Ну и еще один вариант. Причем здесь США. Москва заставит. Ну, имеется в виду как бы инфраструктурную войну, имеется в виду продвижение на фронте, имеется в виду вот войну как процесс. Поэтому, друзья, проголосуйте. Свой вариант можете написать в комментариях. Давайте с этого начнем, потому что очень уж увлекательно, ну, по крайней мере, сейчас выглядит визит Ермака с Умеровым к Уиткофу. Келлога наградили, Келлог помолился на молитвенном завтраке, а тут Уиткоф их будет принимать. Ну, явно же, чтобы договариваться о мире. Как ответите на вопросы, что думаете по поводу роли США? Поторгуются и, соответственно, никуда не денутся, что называется. Хотя, вы знаете, некоторые моменты, некоторые вопросы не противоречат друг другу. Так что я думаю, что это мы увидим уже по окончательному результату, но в принципе есть понимание того, что основная линия переговоров все-таки идет между Москвой и Вашингтоном, и что если Москва додавит, выторгует фактически ту концепцию, которую она изначально предлагает, которую она сейчас продавливает, то вряд ли Зеленскому удастся пропетлять на фоне тех как раз требований и предложений, которые озвучат ему в Вашингтоне. Вот. Знаете, позиция героя, который там потужный, незламный и так далее, который не сдаст ни пяди родной земли, она уже отыграна, значит, эта роль уже отыграна. Сейчас будет жесткая прагматика, абсолютно жесткая постановка вопросов будет, и если Зеленский не будет идти на выполнение этих вопросов, то решать эти вопросы будет кто-то другой, а не Зеленский. Значит, Зеленский сегодня браво перед нашим эфиром, да, вот в этой паузе задержки вышел, так сказать, с обращением и гордо отрапортовал, что, мол, смотрите, перемога, Стефанишина посол в США. Бывший министр юстиции, у которой там тоже как-то рыльца в коррупционном пушку, которую фотографию такой, ну, блондинка, да, моложавая, молоденькая, которую там ставят все сотрудники, они в ТикТок снимали Министерство юстиции, ну вот раньше, до того, как ее сняли и отправили в Америку. Слушайте, так и в чем победа? Ну как в чем? Что все-таки приняли, все-таки дали агреман, утвердили. Это уже победа. Потому что были очень большие сомнения относительно того, что Соединенные Штаты утвердят Стефанишину. По ней не закрытое уголовное дело. Кстати, очень интересный момент, который мне рассказывали фигуранты этого дела. Как раз Стефанишина, будучи вице-премьером в свое время, полетела то ли в Словакию, то ли в Чехию на
какой-то из международных симпозиумов. Вот, или на какой-то из саммитов. Ну, условно говоря, полетела во главе делегации, украинской делегации. А в это время суд, который длится уже 11 лет фактически, по которым она тоже там проходит. Причем там очень интересная вещь, потому что там подсудимым инкриминирует то, что государственные средства были потрачены на социологическое исследование, посвященное перспективам членства Украины в Европейском Союзе. Поскольку это было при злочинном режиме, при Викторе Федоровиче Януковиче, то, соответственно, это вызвало определенные вопросы у правосудия. Ну и Стефанишина там проходит по этому делу. Стефанишина не явилась на суд. Вот. Суд счел ее визит во главе делегации, правительственной делегации, не совсем, скажем, серьезным поводом для того, чтобы не являться на суд. Ну и, соответственно, выписал ей штраф еще за это, за то, что она не явилась на суд, а поехала. Но теперь я думаю, что точно так же суд будет считать абсолютно несерьезным поводом то, что она не является на судебное заседание, потому как она представляет Украину в Соединенных Штатах Америки. У нас и такое возможно. Ермак и Умеров зачем хорошим едут к Виткову? Они не за хорошим едут. Дело в том, что создана по результатам Вашингтонского совещания, создана группа. Вот, трехсторонняя группа создана, в которую входят Марко Рубио, который выступает в роли такого себе посредника, Юрий Ушаков от Российской Федерации и Андрей Ермак от Украины. Эта группа уже начала консультации. То есть это выглядит так, что в пятницу Ермак созвонился с Рубио, соответственно, они поговорили, потом Рубио созвонился с Ушаковым, потом Ушаков созвонился с Рубио, потом, соответственно, Рубио снова с Ермаком, то есть вот такая. А потом дальше было сказано, что а теперь приезжайте в Соединенные Штаты и будем решать все эти вопросы, которые здесь накопились, вот именно детальные вопросы, где должна проходить линия демаркации, где, или там разделения, или же где должна линия разграничения проходить, которая станет позже государственной границей, каковы условия там, гарантии безопасности для Украины. То есть все это будет, технические эти моменты будут обсуждаться именно в Нью-Йорке. То есть Соединенные Штаты озвучат свою позицию. Что из этого мы можем, ну, уже как-то осязать? А уже идет технический процесс. Пока что говорить о том, что там решатся все проблемы, будут расставлены все точки, пока очень рано. То есть идет технический процесс согласования определенных моментов, поиска удобной и приемлемой для всех сторон формулы. Понятное дело, что идут они достаточно сложно, но процесс идет. И тут сейчас говорить какими-то авансами, что это будет историческая встреча, что они вернутся сейчас с большой там победой или же с большим кукишем, там, это пока что говорить рано. То есть идет технический процесс. Ну, то есть в любом случае, хоть так, хоть эдак, но территории придется Не отдать. мытьем, так катанием, но все равно мы территории отдаем. Тут вопрос только, сколько этих территорий. Останутся ли в Украине, например, Краматорск и Славянск, или же тоже уйдут в Россию. То есть это вопрос. Сейчас обострились, ну, скажем так, события на передовой, на фронте, и все говорят о некоем осеннем российском наступлении. Это как инструмент в переговорной позиции или, исходя из того, что, ну, давайте так говорить, военные люди, понятно, да, они готовятся, они готовят не только планы, они готовят ресурс, резерв, ну, в любом случае что-то будет. Ну, смотрите, пока что говорить рано. То есть, понятное дело, что украинская сторона запускает там версии о том, что мы готовим контрнаступление. Они уже несколько месяцев это говорят. Российская сторона точно так же говорит, что осеннее наступление готово. Но пока что ни одна, ни другая сторона не продемонстрировали перемещение войск поближе к линии фронта, подвоза новых там снарядов, новых типов вооружения, переброски там, новых кадров, ротации и так далее. Всего этого на сегодняшний день не замечают. По крайней мере, ни один из тех центров, которые занимаются изучением войны, которые занимаются изучением там, спутниковых снимков,
и так далее, они не дают такого заключения, что есть какие-то активности России. Кроме того, что Россия перебросила сейчас большое количество войск в Беларусь для участия в военных учениях. Но вопрос, угрожают ли эти военные учения Украине, или это демонстрация силы для Запада, что если завтра Запад попытается спровоцировать войну в Беларуси, то получит отпор. Это пока что остается под вопросом. Ну, украинские военные отдельно уже рапортуют, говорят, что стартуют учения, ну и, собственно, будут нападать со стороны Беларуси, наступление, Вы пожалуйста. знаете, я 3,5 года слышу о том, что со стороны Беларуси начнется сейчас наступление, что сейчас белорусы включатся в войну, что Белоруссия включится, что Лукашенко вот уже отдал распоряжение, приказ и так далее о том, чтобы войска привести в боевую готовность, и уже вот, условно говоря, в 4 часа утра они перейдут Припять и начнут там двигаться в сторону, по одним данным Ровно, по другим данным там Львова, по третьим данным в сторону Киева, то есть разные версии бытовали, вот, 3,5 года. Вот. Я постоянно всем, вот, кто мне звонил, и которые говорили, что более точной информации нет. Вот у нас самая точная информация, едва ли не от там, кого-то из ближайшего круга Лукашенко. Там. Я говорил, не будет нападения. И сейчас говорю, не будет. Беларусь в войну не вступит. Давайте так, ну тогда, если так мы включим обратную логику, то демонстрация силы для Запада, чтобы Запад не нападал на Беларусь, простите, пожалуйста. Ну, Трамп звонит Лукашенко, говорит, какой хороший лидер. Именно, так это именно сейчас обескуражило очень многих. Да, действительно, у Лукашенко и Трампа сейчас сложилась коммуникационная линия одна. Вот, благодаря целому ряду лиц, благодаря представителю Беларуси при Организации Объединенных Наций, его жене Наталье Петкевич, которая сейчас вице-премьер правительства, и так далее, которые сейчас, по некоторым данным, являются очень близкими друзьями супругов Кушнер. Вот, то есть можно сказать, дочери и зятя Трампа, да? Вот, можно сказать, самых ближайших людей к Трампу. Благодаря этому начинает немножко как бы Беларусь получает определенные преференции от этого общения. И амнистию, можно сказать, со стороны Соединенных Штатов. Хотя я не думаю, что Беларусь так очень хотела получить эту амнистию. Ну, так складывается уже. И в этих условиях это очень и очень напрягает многих на Западе, вот именно в Европе. Потому что Европа выстраивала абсолютно другую линию поведения относительно Беларуси. А что теперь в этой ситуации делать с Тихановской? Вот, а с ее супругом? Ой, А с со всеми супругом, да, другими там, супруга да. жаль, конечно. Да, а с другими всеми, которые уже примеряли на себя, там, не знаю, корону или кресло там, под себя там, президента Беларуси. То есть они становятся просто абсолютно ненужными в этой ситуации, в этой комбинации. Но дело в том, что это не секрет. НАТО на протяжении последних 2-3 лет очень активно прорабатывали тему возможного нападения, вторжения на Беларусь. Они рассчитывали, и это не секрет, это не секретная информация, они рассчитывали абсолютно до мелочей все. Вот если завтра вторжение со стороны Польши или Литвы, как скоро могут российские танки прийти на помощь? Вот. А каковы тактические характеристики, там, например, системы Полонез? Вот. Насколько она готова к отражению определенных атак со стороны Запада? Какое количество сил необходимо для того, чтобы дойти до Минска и за какое время? То есть все это просчитывалось в НАТО. Это было, это не придуманные вещи, это все рассматривалось. И понятное дело, что Россия неоднократно посылала сигналы, что нападение на Беларусь будет рассматриваться как нападение на Российскую Федерацию. Будет приравнено. Вот поэтому в данной ситуации эти учения должны показать, что речь идет не о шутках. Угу. Неизвестно, понятно. Конечно, мы оставим в тумане войны. Ну, вот вообще эту мысль о том, что во время учения они там поучатся, да как начнут наступать на украинские земли. Оставим как бы пока 3 точки, но с точки зрения войны, ну вот кажется, что
Что-то вот очень сильно поменялось. Поменялось прежде всего вот как бы нарративно, да, то есть в матчасти что-то поменялось. Трамп выходит и говорит: слушайте, там Сороса надо садить, и сына его, и сына Егойного тоже под срок за то, что шатает, рвет Америку. Ах, негодяй. Сороса садить за то, что выделял денежки на протесты и разжигал тут не пойми что. Выходит Трамп: слушайте, так надо против, если у нас не получается мир, да, так надо против и России, и Украины санкции вводить. То есть абсолютный переворот сознания. Вот давайте просто отмотаем на год назад, на 2 года назад. Кто вообще об этом мог подумать, что вот так зазвучит политическая речь? Первым о том, что надо сажать Сороса, сказал Орбан в свое время. Вот, и даже запретил деятельность его структур на территории Венгрии, несмотря на то, что Сорос родился на территории Венгрии. Вот, это первое. То, что его надо сажать, ну, знаете, я не возражаю, например. Да, так что я считаю, что в этом плане Трамп абсолютно прав. Но понятное дело, что решать должен не президент Соединенных Штатов, а должен решать суд в этом отношении. Если собрана доказательная база, то пожалуйте в суд. Вот. Несмотря на то, что Соросу 95 лет, что он уже больной, старый и так далее. Вот. Но мы же понимаем, что Сорос – это олицетворение процесса, а не просто некий гражданин с конкретными именем, фамилией, биографией и так далее. И деньгами. Вот. Да, деньги, но дело в том, что Сорос создал в свое время очень интересную структуру, которая изначально была коррупционной по своей сути. Он создавал сеть структур, на которые тратились деньги, которые возвращались ему, но при этом он уходил от налогообложения таким образом. Якобы выступая в роли филантропа. Это очень скоро раскрыло Центральное разведывательное управление, эту схему, они поняли эту схему и сказали: так это же гениально. Почему нам не воспользоваться? Соросу попросту разрешили фактически внедрять легально эту схему в обмен на то, что он создает определенную сеть, определенную структуру, которая будет в том числе работать и на интересы Соединенных Штатов Америки, в том числе на ее внешнеполитические интересы. Ну и понятное дело, что именно эта система, именно эта сеть легла в основу именно движения глобалистов и идей глобалистов. Когда сегодня Трамп борется с глобалистами, понятное дело, он первым делом начинает наносить удары именно по системе Сороса, по структурам Сороса. Если, все-таки представить, что Трамп ведет санкции против Украины, тут же тоже очень интересно разворачиваются, события, да, то есть в отношении российских активов Бессент, министр экономики Соединенных Штатов Америки, там не так, министр финансов, там министр экономики это отдельно, там, в общем, Бессент, тот, который сделку с Украиной подписывал ресурсную, выходит и говорит: слушайте, а я против, чтобы конфисковывать российские активы. Прям берет и вот это вот все выдает. Как так? Венгры, там своя история с Венгрией, мы еще обсудим, это вот уже очень интересно, берут и в суд подает. Знаете на что? А что это они тут, эти европейцы, решили конфисковывать активы, или там в счет процентов за замороженные российские активы помогать Украине? Так а мы не принимали этого решения. А в Европе у нас все должно быть коллегиально, коллективно, каждый голос равен и учтен. То есть идет абсолютный какой-то откат назад. Санкции в отношении Украины от Трампа, по-моему, этому уже никто не удивится. Возможен такой сценарий? Смотрите, дело в том, что санкции могут быть не только против Украины. В первую очередь, я думаю, они могут быть введены против отдельных лиц в Украине. Вот. Я не говорю про президента, скорее всего, понятное дело, против президента вряд ли будут вводиться санкции, но против его ближайшего окружения могут быть введены. Это очень важный момент. Что касается Украины, да, могут быть введены и против Украины в целом. Вот. Но дело в том, что даже не вводя санкции, Трамп может отказать в том, чтобы выделять Украине какие-то средства, финансы. Одна Европа не потянет, несмотря на то, что Германия пообещала 9 миллиардов, Норвегия 8 миллиардов и так далее. Извините, пожалуйста, но в это в Европе никто не верит.
Это обещания, которые рискуют так и остаться попросту пустыми обещаниями. Что касается помощи, вот он просто может приостановить помощь. Вот, торговля и так у нас, скажем, идет сейчас не особо активно, поэтому говорить о том, что там, если ведут какие-то пошлины против украинских товаров, что это каким-то образом скажется на украинской экономике, это было бы преувеличением. И так у нас не столько от торговых операций зависит наша экономика, сколько от внешних вливаний, извините, в финансовую систему Украины. Поэтому Украина очень уязвима в этой ситуации. Украина очень и очень уязвима. И поэтому это очень тревожный сигнал. Что касается замороженных активов российских, знаете, речь сейчас идет не столько о том, чтобы наказать Россию, речь идет о том, что замораживание активов или же изъятие этих активов в активное пользование той или иной страны, это касается и Европейского Союза, и Соединенных Штатов, оно может сказаться на репутации той или иной страны. То есть это будет сигналом, что вы не являетесь надежными партнерами, вот, что мы не будем хранить свои резервы, значит, в ваших как раз хранилищах. Так что в этом отношении как раз это может стать сигналом для арабских стран, Китая и прочих государств, которые и так косо смотрят на Соединенные Штаты. А тут после такого заявления это как бы повышает уровень доверия к самим Соединенным Штатам как к партнеру. Почему, давайте вот две ссоры украинские разберем. Начнем с Венгрии, потом Польшу подключим. Почему вот эта дружба, а к вечеру сегодня там перед нашим эфиром стало известно, что завтра опять ее запустят. То есть ее разбили, потом там подлатали, запустили, потом опять разбили. Зеленский начал прикалываться, ну типа там дружба, хихаха, ну такой КВНчик устроил. Мол, будет ли дружба, зависит от Венгрии. Всем четко понятно, что это для того, чтобы венгры не ерепенились со словаками, не отбивались от курса партии, имеется в виду Еврокомиссии, платили денежки, голосовали как надо. Ну, те, кто выставляют вот это требование, чтобы проголосовали за то, чтобы Украина вступила в ЕС. Ну, пока не идет речь о вступлении в ЕС, тут, видимо, для других вещей, потому что бюджеты на следующий год сейчас будут верстаться, бюджеты, и чтобы они, ну, как бы нормально себя вели. Как бы все шито белыми нитками, все понятно. Однако, почему себя так ведут украинская сторона, да и венгры как бы трясут рубильником, угрожая вырубить свет. Ну, словаки, конечно, отменить дизель. Далеко ли это может зайти в конкретном случае? Далеко. Дело в том, что Украина начала играть сейчас в очень сложные и очень опасные игры. Вот, и они касаются не только нефтепровода «Дружба». Не секрет, что сейчас Украина очень интересуется тем, как бы поддержать антиорбановскую оппозицию. Каким образом, что сделать. И в Киеве многие считают, что если завтра, например, будут перебои с поставками нефти или газа в Венгрию, то, соответственно, это может подорвать позиции режима Орбана, вот, а сработает на его оппонента. Но в данной ситуации это очень хорошо прочитывается в Будапеште, и я думаю, что не в последнюю очередь именно этим вызвано новое похолодание между Будапештом и Киевом. Смотрите, нападение на Венгрию. Так это может расцениваться. Ну, как нападение вряд ли, но дело в том, что создание определенной угрозы, которая будет расценена как угроза национальной безопасности Венгрии, да, это может быть расценено. Ну так а что будет дальше? Смотрите, тут же накладывается очень много вещей. А зачем такой Евросоюз, который как бы своих не защищает? А я говорил уже неоднократно в ходе наших программ, уже говорил о том, что после 2005-2007 года Евросоюз начал деградировать. После того, как Евросоюз достиг своего максимума расширения, ну, будем говорить, что после этого там еще были приняты несколько государств, но не удалось достичь главного – принять Конституцию Евросоюза, превратить Евросоюз фактически в конфедерацию. После этого начались процессы
процессы, которые начали фактически приводить к постепенному развалу того Евросоюза, который задумывался отцами основателями. Сегодня Евросоюз переживает не самую лучшую ситуацию. Вот. Сегодня Евросоюз фактически это объединение, имеющее три различных центра. Вот. Первый – это, скажем так, франко-немецкий союз, который влияет на значительную часть Евросоюза. Вот, и сегодня на него ориентируется целый ряд государств, которые в первую очередь ориентируются, скажем так, на финансовые возможности этих двух центров. И понятное дело, что, учитывая финансовые возможности, они, соответственно, выстраивают и свою политику. Что касается второго центра, это те, кто ориентируется на Британию, которая хоть и вышла из Европейского Союза, но играет важную роль в процессах. Это в первую очередь государства Балтии, частично Польша, скандинавские государства и ряд других государств в Евросоюзе, особенно в Центральной Европе. Так что вот они ориентируются на Великобританию. Великобритания пытается использовать их как агентов своего влияния не только на Россию, не только как авангард борьбы с Россией, но и как те структуры, которые влияют на принятие решений в Брюсселе. И третий центр, он маленький, он фактически бунтует, он дает о себе знать, и он постепенно пытается расшириться. Это то, что сейчас условно называют Дунайской конфедерацией. Пока что это Венгрия, это Словакия. Вот, потенциально рассматриваю, что может к этому союзу потенциально примкнуть Австрия при некоторых обстоятельствах, Словения при некоторых обстоятельствах, Сербия, которая не входит в Евросоюз, но которая где-то очень-очень близко и так далее. То есть этих три центра между собой сегодня взаимодействуют, достаточно нервно взаимодействуют, а Брюссель все меньше и меньше влияет на те процессы, которые происходят в Европе. Брюссель просто перераспределяет средства, но уже давно многие европейские столицы перестали обращать внимание на то, что происходит в Брюсселе, и достаточно спокойно относятся к разного рода окрикам и угрозам со стороны общеевропейской столицы. Константин Петрович, однако поляки имеют другие претензии к Украине. Значит, то, что происходит сейчас в отношениях с Польшей, это, конечно, новый виток. Мы помним вот эти протесты, блокаду, помним зерно, помним муку, помним вот эти все, скажем так, моменты. Быстро-быстро пытались как-то, это так, глобальными, большими мазками, быстро все пытались исправить, начали, наоборот, запускать нарратив, что вот, спасибо Польше, спасибо, вот это 11 раз дякую за 4,5 минуты. Был период, когда отрисовалась Польша. Но Польша, правда, помогла хорошо, они, в общем-то, поддержали украинцев. Не будем тут сеять какое-то там зерно раздора. Так а как оно проросло, раз мы его не собирались сеять? Что это такое? Бандеризацию? Бой давать ей? Как это? Я тоже неоднократно уже объяснял это. Взять и забрать выплаты, поставить под угрозу проплаты Старлинка. Там уже считают журналисты 900 тысяч украинцев лишатся выплат. Вот эти неработающие, да, а это же дети тоже. Короче, серьезный удар. И все, и как так? Да. Смотрите, тут надо немножко разложить. Я тоже уже неоднократно это объяснял, эту ситуацию, но до 2014 года Украина и Польша были очень близкими, практически братскими народами, братскими государствами. Почему? Потому что они составляли собой единое логистическое пространство в Европе. То есть через Украину и Польшу шли потоки товаров, как с востока на запад, так с запада на восток. То есть с одной стороны Россия, с другой стороны Западная Европа, и все эти потоки шли через территорию Украины. Могли идти еще и товары из Китая, если бы заработал именно через эту территорию новый шелковый путь, Великий шелковый путь. Но случилось то, что случилось. 2014 год, между Россией и Украиной была поставлена стена. Вот товары пошли чуть-чуть севернее, а
Украина и Польша попросту перестали выполнять роль этого логистического пространства. Вот. И сразу же поменялись у нас и к власти пришли у нас правые популисты. У нас Порошенко, в Польше ПиС. Вот, они пришли к власти, и в первую очередь, на чем базируют свои активности правые популисты, это на исторической памяти. Если левые популисты на социальных фантомах, то есть мы построим общество будущего и так далее, равное, там, справедливое общество, каждый будет, каждому мужику по бабе и так далее, и так далее, каждой бабе по мужику. Вот, то есть это левые популисты. А вот правые популисты, они начинают вспоминать, что а вот вы понимаете, а вот вы нас резали на Волыни вот, и так далее, давайте мы вернемся к этой теме, 43-й год мы не можем простить, а наши, в свою очередь, а вы нас мучили в Березе-Картузской, а вы проводили пацификации, а скольких наших вы тоже убили, давайте тоже вот, вспомним, как вы запрещали украинский язык и прочее. То есть вот эти вот моменты выходят на первый план, когда исчезает реальная экономика. Тогда начинает именно историческая память, псевдоистория выходить на первый план. Плюс ко всему, посмотрите, сейчас в Польше появилось новое меньшинство. Вот. Раньше Польша была абсолютно гомогенной страной, вот, которую населяли поляки, это было польское государство, в котором там 95, кажется, процентов или 96 были поляки именно. А тут появляется огромное меньшинство, вот, украинцы, вот, которые... Конечно, огромное меньшинство, да. Да, извините за оксюморон такой, но в принципе вот, достаточно влиятельно. И на этом начинаются определенные трения в обществе. То есть появляются люди в Польше, которые недовольны присутствием украинцев. На бытовом уровне это очень часто проявляется. Очень часто. Я не говорю, что это поголовно все поляки так себя ведут, но проявляется, вот эта ксенофобия проявляется на бытовом уровне. А если проявляется на бытовом уровне и становится достаточно распространенным явлением, то появляются и политические силы, которые на этом начинают играть, потому что понимают, что если они возьмут это на вооружение, это даст им голоса, этих ксенофобов, на выборах. Плюс ко всему, вот сейчас в Польше сложилась ситуация, при которой президент и правительство принадлежат к разным политическим силам. И эти разные политические силы ведут между собой борьбу. Вот. И в этом плане украинская карта вот, помогает, скажем, подливает масло в огонь в отношениях между институтами власти в Республике Польша. Ну, давайте так. Россия не хочет, чтобы был Бандера, героизирован, улицы Шухевича называли и так далее. Польша тоже этого не хочет. Получается, и Польша, и Россия как бы в одной лодке в отношении Украины. Тут, понимаете, Нет, какая странная история? в отношении отдельных элементов украинской истории. Нет, подождите. Да. Я буду с вами спорить. Какой украинской Давайте. истории? 21 век. Да. 2025 год. Да. Значит, выплаты, это же не внуки Бандеры, там, не знаю, там, Шухевичей. Нет, это украинцы современные 21 века страдают по причине исторических вот этих, ну, то есть у них забирают выплату сегодня. Да, сегодня Да. Россия, да, вот ведет войну и вписывает пункт денацификация. Это сегодня, получается, у Польши есть интерес, чтобы не было возрождения символики, вот этого и у России такие же. Просто я почему завел эту тему? Зеленский на Дне независимости сказал: Украина объединила Европу и США. В этом ее историческая миссия. Мы можем за один день собрать всех лидеров вот так. Класс. Она объединила еще и Польшу и Россию. Смотрите, это как писав Іван Яковлевич Франко, ти взяв лише один з мого життя момент. Так что в данной ситуации это частность, потому что есть очень много вопросов, которые все-таки делят Польшу и Россию. Хотя, вы знаете, есть же геополитический принцип, что дружат через соседа.
Вот. Вполне возможно, что через несколько лет Польша и Россия будут там сойдутся на каких-то там, будут у них общие интересы, кроме Бандеры, кроме Шухевича и кроме красно-черного флага. Вот. Что касается поляков, для них организация украинских националистов это, скажем так, бандиты, разбойники, это кровавая страница истории. Потому что организация украинских националистов в первую очередь работала против польского государства. Она преимущественно в 20-30-е годы была направлена на дестабилизацию ситуации в Польше. Евгений Коновалец, который, кстати, наполовину поляком был, вот, из Венгжановских по маме, вот, он был ярым противником Польши, он делал все для того, чтобы подорвать основы польского государства. Ну и понятное дело, что если речь заходит о Бандере, то в первую очередь там речь идет о том, что это мордерца Пиратского, вот, то есть убийца Бронислава Пиратского, министра внутренних дел, что это человек, который отдавал приказы относительно уничтожения целого ряда деятелей польской политики, вот, и, соответственно, который настраивал украинцев против поляков. Ну, понятно, что они тоже, у них есть тоже своя история. Что касается Второй мировой войны уже, то, соответственно, поляки и УПА, то есть армия краевая польская и украинская повстанческая армия вели, вплоть до конца 1944 года, вели достаточно серьезные бои между собой. Вот, в Галичине. Почему, кстати, УПА в основном была распространена на Волыни, вот, и только после 1944 года перебазировалась в Галичину. Вот, потому что там было поле, на котором действовала армия краев. Вот. И между ними были очень серьезные взаимодействия, скажем, очень кровавые взаимодействия, когда доходило до достаточно серьезных боев между ними. Как полякам сегодня сказать о том, что вот, нет, мы должны с пониманием относиться к истории Украины? Подождите. Они готовы воспринимать историю Украины, но без Бандеры. Постойте, но украинцам же так сказали. Украинцам так сказали, украинцам тоже по польскому лекалу. Вот, построили Институт национальной памяти, который получил сейчас особые функции вот, на прошлой неделе. Нынешний президент Польши тоже выходец из их Института национальной памяти. Вот, тоже. Ну и понятное дело, что вот, у нас промыли мозги нашим гражданам и объявили, что то, что говорят в Институте национальной памяти, это единственно правильная линия. Вот, и у поляков точно так же есть свое видение. И это видение никак невозможно привести к общему знаменателю. Как ни старались историки в 90-е годы, казалось, уже все, нашли общие знаменатели. Издали там почти, сколько там, 10, кажется, томов там, совместных исторических исследований польских и украинских историков под эгидой президентов Кучмы и Квасневского. Вот. Нет, все вернулось на круги своя, потому что политикам всегда хочется залезть своими грязными руками в историю. Так и напрашивается вопрос, а почему наоборот не получается? Вопрос к вам как к историку. Ну вот смотрите, Гоголь, которого, ну как бы не совсем запретили, ну вот, нежелательный персонаж для подражания. Якось не тою мовою писав, да. Писательской, да. Тарас Бульба, там, ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи, да? И вот это там его речь о товариществе, да, его вот это вот, скажем так, ситуация, я имею в виду, давайте так, там же это же все-таки не только о том, что там, персонажи переживали между собой, да, то есть там отец убивает сына, нет, это еще и геополитической реальности, такой даже цивилизационной реальности в этом художественном произведении зашито, да. Почему наоборот не получается? Вот я вот сижу и думаю, что нужно сделать? Ну вот Сороса сейчас посадит Трамп, да? Ну вот Сороса, старшего, младшего. Вот что сделать, чтобы условно все вышли и сказали, елки-палки, все украинцы, кожедуб, ну например. Я такой беру. Или вот, например, там еще одного героя Советского Союза сегодня осквернили в Одессе, ну там выбили, скажем так, эту мемориальную доску. Или все вышли и сказали, слушайте, так Ковпак наш. Ну, например.
И все таки слушайте, правда, Ковпак, а что он сделал? И потихоньку, полегоньку, годик, 2, 3, 5, и вводится нарратив, что, ой, смотрите, это наша славная страница героической истории украинцев. Почему реверс не работает? Для этого необходимо уничтожить фактически, ликвидировать Институт национальной памяти и дать возможность историкам работать не в режиме, там, чего изволите, и, соответственно, шаг вправо, шаг влево, расстрел, а необходимо дать возможность вот именно реально показывать историю таковой, какой она была. Реально. Вот. Но у нас же есть определенный заказ. Я постоянно привожу эти слова академика Покровского как пример. История – это политика, обращенная в прошлое. Есть политика, есть политический заказ, историю начинают подтасовывать именно под этот политический заказ. Вот таким образом. А что касается Гоголя, ну, знаете, вот Тарас Бульба это было не просто художественное произведение. Мало кто знает, что оно переписывалось 2 раза, издавалось 2 раза фактически. И после первого раза очень активно поработал над этим произведением Николай I, потому что для него это произведение было еще и идеологического характера, носило идеологический характер. Вот, и Гоголь получил достаточно серьезный грант, можно сказать, лично от императора. Вот, переписал. Вот, это же произведение появляется после польского восстания 1830-31 года, после того, как необходимо было фактически начать процесс деполонизации правобережной Украины. Вот. И в это время появляется это произведение, которое было, в свою очередь, еще и таким себе идеологическим ответом на такой себе комплекс Вернигора, или это с легкой руки Михаила Чайковского, польского писателя, потом авантюриста, политического деятеля. Вот он начал вводить вот это, что польско-украинская дружба, что если бы мы были вместе, да если бы мы вместе там противостояли, вот, необходимо было показать совершенно другой нарратив. Вот тогда появляется более гениальное, действительно глубокое произведение Тарас Бульба, которое попросту разбило все эти концепции Вернигера, которые проповедовал эмигрантский центр в Париже. Ну, понятно. Иноагенты вокруг. Но почему иначе? В данной ситуации иноагентами были это среда отеля «Ламбер», так называемый Черторийский, Чайковский, там, Лелевель и прочее. Но если к серьезным достаточно вещам, которые сейчас происходят, почему Зеленский себя, ну, вот так ведет в последнее время? Я имею в виду не на внешнюю публику, а на внутреннюю. Слушайте, ну давайте так, объективно. Но это же хорошо, что с 18 до 22 открыли выезд лицам мужского пола. Это же хорошо. Но есть и обратная сторона медали. Это значит, что, скорее всего, в зону риска сейчас попадают лица от 22 до 25 лет. Что вполне возможно, что в ближайшее время может быть объявлена мобилизация лиц от 22 до 25 лет. Ну, то есть, а все равно чувствуют ли украинцы какой-то подвох? Подождите. Ну, берет, открывает границу. Значит, Севериденко вообще рассказывает неимоверные вещи. Говорит, смотрите, сейчас каждому переселенцу мы будем выделять на семью 2 миллиона на жилье гривен. Первые ласточки будут УБДшники-переселенцы. Мы вот перезапускаем программу. То есть деньги раздают, представляете, на жилье. Зарплаты поднимают, выплаты. Что за аттракцион невиданной щедрости? Ну как? Необходимо показать, во-первых, что вона працює. Это первое. Второй момент. Сейчас дали указание на фоне резкого падения рейтингов Зеленского всячески делать все возможное для того, чтобы вернуть доверие к нему. Показать, что у нас царь хоть и грозный, но и справедливый. Вот. Так что данная ситуация – это действия, направленные исключительно на повышение его рейтингов. Не закрадывается мысль, что Трамп уже четко дал понять Зеленскому, что вы на выборы иди, давай, проводи уже, сколько можно. Да, именно. Так что это один из вопросов,
которые сейчас поднимаются, потому что Россия, постоянно один из аргументов со стороны России, что Зеленский не является легитимным президентом. Даже на прошлой неделе прозвучало, что мы не рассматриваем Зеленского как легитимного президента Украины, мы рассматриваем его как руководителя киевского режима. Тогда какую дорожную карту вы видите? Ну вот сейчас же там пишут западная пресса, что до 15 сентября должны встретиться Зеленский и Путин. Потом, возможно, на троих будет встреча. И, в общем-то, войну взять и закончить. Венс говорит, не позднее, чем через полгода. Ну, Келлог после ордена говорит, ну, следующий день независимости будем вообще встречать в мире. И куча, Константин Петрович, куча таких маленьких, тонких признаков, разведпризнаков, что война заканчивается. Ну вот, например, в Харькове, в университете, Харьковском национальном, говорят, со второго семестра очное обучение будет, мы там все, если что, благоустроили, в общем, приходите очники. Ну и такие моменты, то самолет какой-то кто-то увидит в небе, пролетающий с транспондером, без транспондера, то какие-то вот эти вот разговоры, что все сворачивается и заканчивается, намеки, полунамеки. Вот, например, даже казалось бы, может это желание такое, ну чисто человеческое. Тебе хочется, чтобы был мир, и ты берешь каждую новость и подтягиваешь под это желание. Даже Россия сегодня, вот во время нашего эфира новость пришла, 40 миллионов рублей, пытается взыскать с украинского посольства за тепло, свет, за... Представляете? То есть, пускай заплатят эти 40 миллионов, и посольства будут открывать опять. Да. Скажем так, не такие большие деньги. Да? Но что касается, тем более они могут пойти там какой-то взаимозачет там в перспективе. Да? Но что касается войны, окончания войны. Смотрите, на сегодняшний день есть несколько сторон, которые уже четко задекларировали, что они готовы к завершению войны. Вот. В первую очередь это Соединенные Штаты, которые сказали, что все, хватит воевать, это была война Байдена, вот мы хотим поставить точку в этой войне. Трамп постоянно об этом говорит, и Трамп сейчас делает все для того, чтобы примирить Украину и Россию. Второе, в России начали сейчас очень активно говорить, что мы готовы к завершению войны. Вот. Но есть определенные но. Есть несколько условий, если их выполняете, мы ее заканчиваем. То есть мы не претендуем на то, чтобы захватить всю Украину там, до Ужгорода. Нам не нужна Украина как территория, как сказал Лавров. Нам не нужны там, другие моменты. Вот мы вообще изначально не ставили эти моменты во главу угла. Вот. И, в принципе, нужны только несколько моментов. Украина не вступает в НАТО, гарантии, там, соответственно, территориальные приобретения четко очерчиваются конкретной линией и так далее, и так далее, и так далее. Так что мы готовы. Вот. Украине тоже говорят, что мы, в принципе, готовы, но Украина пока что демонстрирует наименьшую сговорчивость. И это видят и в Вашингтоне, это видят вообще в Европе. На Украину влияют европейские партнеры, которые считают, что если Украина закончит войну, она подставляет в первую очередь их, потому что эта война реально, это не только война Украины, это война Запада, и выход Украины из войны, это является поражением Запада. Так что в этой ситуации как раз Украина является наиболее слабым звеном. И только, скажем, договоренности, которые могут быть достигнуты между Москвой и Вашингтоном, а также вашингтонский арбитраж в этой войне могут закончить войну. Только в таком случае. Я прошу прощения, конечно, и знаю, что вы не любите таких формулировок, но закончить как? Проигрышем? В том-то и дело. Я уже давно говорю о том, что Украина эту войну проиграла. Давайте говорить честно. Проиграли эту войну. Вот. И в данной ситуации мы попросту пытаемся показать, что нет, дайте нам еще там вот время, и мы покажем, что на самом деле мы можем отыграться. Да, значит, друзья, подводим итоги нашего сегодняшнего опроса. Он звучит так. Значит, заставят ли США Ермака и Зеленского принять условия Москвы? Вот так разделились голоса. Интересно, кстати. Да, уже почти заставили 20%.
24%, причем здесь США, Москва будет заставлять, 27% нет, З отпетляет от капитуляции, и 30% возможно, но еще поторгуются. Спасибо, что проголосовали. Видите, как, ну, там есть лидер, но на самом деле все очень близко. В финале вот этой части основной, перед тем, как перейти к вопросам зрителей, я бы хотел, чтобы вы высказались еще по поводу одного очень интересного процесса. Ну, праздник, там, Успения Пресвятой Богородицы, да, 28 число. Мы сейчас в прямом эфире, у нас 27-е. Крестный ход, там, ТЦКшники ловят священников, водителей принимают, которые везут, ну, там, развоз по областям верующих. Ужас, конечно, что происходит. Но в это время как-то вот так вот оказывается, что мощи святых во Львов надо перенести с Киево-Печерской лавры. Представляете? Ну, я очень надеюсь, да. Я очень надеюсь, что это не произойдет на самом деле. Ну, в Потому что как-то греко-католической очень... церкви. Да, я понимаю, потому что один из епископов греко-католической церкви выступил с определенным заявлением, что скоро мощи печерских святых окажутся в церкви Святого Юра во Львове. И, соответственно, буквально после того, как он выложил это интервью, это обращение, заявление, его сразу же сняли практически. Да, но успело оно разойтись. Либо это провокация, либо глупость одного человека, либо же действительно нечто похожее сейчас обсуждается. В самом начале войны были определенные там разговоры о том, что во избежание оккупации Киева российскими войсками давайте тайно вывезем мощи печерских святых во Львов. Были такие разговоры. Но сейчас это может спровоцировать очень серьезное противостояние в обществе. Все-таки греко-католическая церковь и украинская православная церковь, православие и греко-католицизм – это два разных течения. Сколько бы нам ни говорили, что это, по сути, между ними нет никакой разницы, но все-таки разница есть и существенная. Вот. И любой богослов может об этом сказать, об этой разнице, что не только политические предпосылки, не только политически мотивированные шаги с 1596 года, а еще раньше, можно сказать, с Флорентийской унии начиная, привели к созданию украинской греко-католической церкви, украинской униатской церкви, но и серьезные теологические расхождения. Но в данной ситуации у греко-католиков есть свои святые, есть свой, можно сказать, пантеон, и перевозить к ним Илью Муромца, там, Феодосия Печерского или же, там, не знаю, Антония Печерского, там, или же... А зачем католикам эти мощи? В том-то и дело вопрос. У греко-католиков есть свой пантеон святых, скажем так. Претендовать на наследие Киевской Руси, но греко-католическая церковь, начиная со времен, наверное, Андрея Шептицкого, постоянно заявляла о том, что именно они являются продолжателями дела Владимира Великого, что именно они являются истинными продолжателями всего того, что начиналось на Руси в 988 году. Есть обширная историческая литература, обоснование этому, есть богословы-историки, там, львовские богословы-историки, которые обосновывали эту теорию о том, что греко-католическая церковь на самом деле это реальные продолжатели дела князя Владимира, а православная это, скажем так, впавшие в ересь. Вот. Но реалии таковы, что если сегодня это произойдет, то, соответственно, неизбежно за этим последует гражданская война, религиозная война. Да не последует. Последует. Да ну смотрите, вообще сейчас это такие может быть, перспективы. вы знаете, на самом деле вот именно религиозные войны, они являются наиболее сложными, потому что вот их сложнее всего закончить и так далее, вот, потому что они иррациональны по своему характеру. Так подождите, Они эта война рациональна? Нет, это абсолютно. Здесь можно еще нащупать рацию. Здесь каждый может еще за свою рацию побороться. А вот что касается вот именно этих как раз межконфессионных войн,
посмотрите по всему миру. Они на самом деле, ну, кажется, ну это же не война за территорию, это не война за еще за что-то там. Это война за правильное понимание веры. Так в этом же, понимаете, в этом же и суть. Веру взяли так вот, как маслицем, да, вот так вот на хлебушек тонким слоем размазали, зеленые, ну, герои вашего Джокера, взяли вот так вот, размазали тихонечко, там молитвенные завтраки проводят, там католики, ПЦУ, там УПЦ в сторону, вот это все. И типа вот мы светская страна, но Киево-Печерскую лавру заберем. А параллельным ходом, ну курсом, выстраивают новую религию. Я хохотал, думал, упаду со стула, когда Подоляк сказал, что уже справедливый мир наступил. Представляете? Да, Вот да. сейчас 21:43, 80 шахедов над Украиной, атакой, ну, Иране, шахеды, дроны, в общем, там всякие сейчас уже есть дроны, не только этого типа. Там атака идет на Киев. Ну, у нас справедливый мир. В чем он заключается? Я понимаю, В том, что мы теперь не русские, ну, не россияне, мы теперь не братские народы. Замшелый разбили да. этот нарратив советский. Да, но при этом как раз, вот, знаете, очень интересный момент, что постоянно вот Центр противодействия дезинформации говорил о том, что антироссия, вот сама концепция антироссии – это кремлевский нарратив. Вот. А Подоляк взял и сказал, что мы и Россия – это абсолютно противоположные, значит, то есть мы антироссия. Ну, то есть вот в противовес именно центру дезинформации. Да? Вот. Я думаю, что господину Коваленко надо заняться вплотную Подоляком. И вообще, если у нас наступил справедливый мир, то я думаю, что вот этот выход Подоляка в эфир к Наталье Влащенко, Наташе Влащенко, вот он, наверное, состоялся с набережной Ялты, где он попивал кофе, как он обещал, да, что в конце войны, вот когда будет справедливый мир, вот он будет пить кофе на набережной Ялты. Так вот, поэтому надо задаться вопросом, откуда был выход в эфир. Вот. А что касается именно вот подходов украинского руководства, украинских политиков к теме религии, извините, пожалуйста, но Зеленский не является прихожанином ни одной церкви. Кто-то говорит, что он иудей, он даже не иудей, он попросту атеист. Ермак точно так же атеист. Он не принадлежит ни к одной церкви. Точно так же, как большинство, вот, которые сегодня формируют власть в Украине, они не принадлежат ни к одной церкви. Вот. Они не являются прихожанами ни одной церкви. И они попросту себе вот распоряжаются судьбами верующих и судьбами церквей, так, как будто бы это какая-то... Они распоряжаются судьбами. Это вот, понимаете, это конструирование новой реальности. Вот сейчас же началось, да, там, в России продлили запрет на экспорт бензина. Ну, у них это старая история, она косвенно связана с этими ударами, не об этом она, но тем не менее всех подхватили новостью, о, смотрите, до октября. Есть последствия после ударов по НПЗ. Есть, ну так эти удары, подождите, нам же говорят, сейчас Фламинго запустим, сейчас там длинный Нептун полетит, сейчас там еще чего-то. В отсутствии религии появляется религия украинства в понимании Зеленского. Украинство, смысл которого сводится в том, чтобы сидеть на территории там, одной части там, большей части, или по Днепру, или на территории двух областей, или даже одной области, и стрелять ракетами, какими дадут, и там напишем Фламинго, вот по России. Вот в этом смысл, это одвічна боротьба. Стерненко же что написал Зеленскому? Ну, так как написал? В интервью «Сетаем! Нифига себе! Стерненко!» Тут, который человека убил, тут, который там в правом секторе тусил, великий волонтер стал, о нем песни сейчас пишут, в The Time у него мнение спрашивают, говорит, ну, поплатится жизнью Зеленский, если возьмет и отдаст территории Донбасса. Это понятное дело, что Стерненко, который сейчас полностью под контролем Малюка и так далее, вот, и ведомство Малюка там высказывает пожелания к некоторым экспертам, что можете там
пару хороших слов там вот про Стерненко, там еще про нескольких там сказать, вот обратите внимание. И не дай вам Бог сказать что-нибудь положительное, например, про Буданова. То есть это вот ведомство Малюка вот именно так работает с экспертами. Они мне это потом сообщают, как с ними проводили беседы. Так вот, что касается этих моментов, то я думаю, что Стерненко, в принципе, полностью согласовано было это заявление для того, чтобы потом Ермак мог сказать, ну вы же понимаете, если мы пойдем на ваши условия, там сказал американцам, вот, то у нас, видите, вот завтра Стерненко придет и всех убьет. Вот, так что ну, специально все это разыграно. Понятное дело, что там, сказать, что Зеленский боится Стерненко, это, наверное, будет преувеличением. Вот, так что такое. А что касается религии украинства, знаете, мы это же уже переживали в свое время. 1900, конец 1918, начало 1919 года, директория в Киеве. Точно так же атеисты, которые пришли к власти, которые абсолютно не понимали, что делать с церковью. Есть воспоминания Лонгина Цегельского, который в то время был министром иностранных дел Западноукраинской Народной Республики, кстати, прадед Олега Тягнебока. Вот. Он в свое время написал эти воспоминания, он рассказывал, как он встретился в конце 18 года, как он был принят руководителем директории Владимиром Винниченко. И Владимир Винниченко говорит, там у вас в Галичине есть такой Андрей Шептицкий. Вот, митрополит. Давайте мы его привезем в Киев и сделаем его православным митрополитом. Главным, значит, Цегельский удивился, говорит, ну он же грек-католик, вот, а это вот вообще-то православная церковь. Да это все, говорит, пустяки. Просто у нас нет кандидата, который бы мог возглавить, нормально возглавить там, церковь, украинскую церковь. Одни там на Россию ориентированы, вторые там у нас есть один из епископов, но он в пьянстве замечен там беспробудном, второй там епископ где-то там женился у него и нарушил там безбрачие. Так что вот Шептицкий это вот как раз будет нормальный вариант. Так народ его не поддержит. Мы применим всю силу, сказал Винниченко, мы заставим, и народ его полюбит, народ его поддержит. То есть приблизительно точно так же сейчас, вот, именно с такими же методами, с такой же методикой подходит и Зеленский. Вот. Да какая разница, что есть какие-то канонические моменты, есть какое-то каноническое право. Вот. Вот мы сейчас поставим, там, это вот заставим, перенесем мощи во Львов, да какая разница, греко-католики, православные, мы все сейчас смешаем, кто будет против, объявим русскими агентами. Ну, понимаете, в чем дело? На всем этом фоне такое ощущение складывается, что нам вот опускают пыль в глаза, вот эту ерундовую. А то, что ГОВ разбили, то, что газа нет, света может не быть уже в ближайшую зиму. А мы что читаем? Сегодня провел совещание Зеленский, как мы там чего будем, ну там готовиться. Готовиться будем к отопительному сезону. К какому отопительному сезону, если началась инфраструктурная война, россияне будут выносить все, что дает свет и там что-то генерит. Опять всем нужно готовиться к... Ну, опять, надежда только на Виткофа, понимаете, и Трампа, что они там сейчас как-то разрулят и все. А по сути, если все продолжится, как идет сейчас, еще месяц-другой, то нас ждет, ну, опять блэкауты, причем такие жесткие. В этом же вопрос. Ну, Зеленский же хочет показать, что он-то готовит страну к отопительному сезону, а вот есть вот определенные обстоятельства, есть враг, есть Путин и так далее, которые, вот если мы будем без газа, без света и так далее, вот, то, соответственно, вот виноваты только они. Да, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам. Сейчас непосредственно сначала QR-код, потом клуб зрителей, сообщества. В общем, поехали. Алексей Краснов задает вопрос. Известная история. Зеленский сказал, по Конституции отторжение территории невозможно. И тут же добавляет, территориальные уступки можно обсуждать только со мной. Это лазейка на будущее, мол, я что-то там подписал только потому, что я по Конституции не имел полномочий президента и отторжение юридически фиктивно, и снова потом включается история, мы просто тянули время, чтобы перевооружить Украину. Все очень, очень логично, вот, потому что, да, Зеленский, он уже действует по принципу «государство – это я».
Вот, понятное дело, что отторжение территорий, ну, в принципе невозможно даже при том, что вести разговор с самим Зеленским. Это выход за пределы Конституции. Наша Конституция это на паузе. Или у нас Конституция так, сегодня на паузе, а завтра там с 6 до 9 или с 9 до 12 не на паузе, а потом снова на паузу поставим. Вот. Понятное дело, что когда ищем сейчас выход из ситуации, то мы вообще выходим за рамки Конституции. Так, давайте перейдем. Вопросов, правда, очень много, друзья. Ну, давайте, скажем так, динамичненько попробуем большее число уважить. Доброго вечера всем. Скажите, Константин, нигде не слышно и голоса о том, что и как надо развивать в Новой Украине. Это потому, что они, о Новой Украине, люди даже не могут себе представить ее или не хотят, понимая, во что превратили страну и чем она является сейчас. Спасибо, Александр, всем добра. Знаете, я могу сказать, что вот не соглашусь. Дело в том, что большое количество экспертов, политиков, действующих и бывших политиков, политологов и так далее вот, ведут между собой дискуссию. Ведут дискуссии, собирают круглые столы, собирают клубы, закрытые клубы и так далее, где обсуждают вопросы того, какой должна быть Украина после завершения войны. На что необходимо обратить внимание, каким образом предотвратить те или иные риски, какие отрасли экономики должны стать новыми локомотивами экономики, как необходимо восстанавливать страну, как необходимо восстанавливать доверие и добрососедские отношения со всеми соседями по всему периметру и прочие моменты. Все это обсуждается. Обсуждаются сроки, цифры, программы разные, презентуются эти программы. Но давайте говорить откровенно. В Украине создан офсайт для целого ряда лиц, которые попросту неугодны власти. Попросту неугодны власти. Вот. Они внесены в черные списки. О них нельзя говорить. Им нельзя предоставлять трибуны. Я уже не говорю про телевидение, не говорю про телевизионные. Но вот буквально на днях я столкнулся с тем, что одно из информагентств сказало, что им предложили провести круглый стол о будущем Украины вот, в Киеве. Это мне просто перезвонили. Они посмотрели на список и сказали, нет, эти люди к нам не придут, потому что нас офис президента попросил этих людей не принимать. Вот. Мы не хотим ссориться с офисом президента. Сказали. Ну, понятно, вот, да. Да, соответственно, то есть целый ряд людей, причем умнейших людей. Это люди, у которых большое количество регалий, это люди, у которых большое количество заслуг, научных работ, большое количество выступлений. Они интересны и они ценны как действительно там, люди, знающие ситуацию, умеющие выстраивать стратегические перспективы. Вот эти люди сегодня попросту не нужны власти. Вот. Потому что власть, есть либо умные люди, которых запретили, вот, либо же глупые люди, которые просто подлизываются перед властью, присмыкаются перед властью. Вот тем другим отдают полностью. Два вопроса от Славы. Первый. Зеленский Ланцелот, ставший драконом, или он изначально был маленькой ящерицей? И второй. Что хуже для страны? Не государства, страны. Сверхкоррупция или сверхрегуляция? Зеленский изначально знал, на что он идет. Изначально его поставили перед фактом, что вот у него есть определенная цель. И, соответственно, эта цель была просто подкорректирована в 2020 году, когда ему поставили менеджера Ермака. Вот. А Ермак попросту сказал, что я теперь буду и пальцы загибать за тебя. Значит, вот как в том мультфильме про Вовку в тридевятом царстве. Вот. Что касается сверхрегуляции или сверхкоррупции, нет, ну, в данной ситуации мы не переживали еще сверхкоррупцию, по большому счету. Сверхкоррупция вот, африканского, латиноамериканского образца – это у нас в будущем еще. Вот. Пока что у нас регулируемая коррупция. Вот. Просто у нас общество абсолютно толерантно к коррупции. Абсолютно толерантно. Коррупцией у нас общество считает то, в чем они сами не принимают участие. Вот. А вот если их допустить к коррупционным деяниям, они очень даже так готовы.
Что касается сверхрегулируемости, я не вижу в этом большой проблемы на определенных исторических отрезках. Петр, вопрос. Весь мир, не участвующий в конфликте Украина-Россия, следит за ним и выжидает, кто же в нем победит. Пустив Трампа арбитром в эту схватку, не отдает ли Путин таким образом победу ему? Потому что в этой схеме победа Путина не просматривается, равно как и победа Зеленского. Неужели Путин готов в глазах мира предстать самому и представить Россию не победителем? А в данной ситуации Путин уже довольствуется тем, что Трамп фактически расколол западный мир. И на сегодняшний день борьба Трампа за лавры победителя – это гарантия того, что не будет объединения Трампа в единую силу нового восстановления единства западного мира. А Путин изначально декларировал, и Путин постоянно на протяжении всей войны говорил, что это война не с Украиной, России с Украиной, а война России с западным миром, вот просто на территории Украины, против режима западных марионеток. Так звучало, в принципе, в официальной российской позиции. Поэтому в данной ситуации Путин попросту наслаждается тем, как Трамп раскалывает западный мир. Константин Петрович, Николай пишет, вы когда-то говорили, что Сталин сделал ошибку, присоединив Галицию к Украине. Вы думаете, что созданное там некое государственное образование было бы дружественное или хотя бы нейтральное по отношению к СССР? Сомневаюсь, я учился в Тернополе. Для них все, кто за сбручом, москали. И это 70-е годы. Вы верите в монголо-татарское иго? Это два вопроса. Монголо-татарская ига, это, скажем так, я бы ответил это словами Давида Линча, что совы не те, кем они кажутся. Вот, понятное дело, что было некое иго, но вопрос, было ли оно монгольским или татарским, это второй момент. А что касается того, что, знаете, ситуация в 1939 году и ситуация в 1970-е годы – это две большие разницы. В 1939 году советские войска встречали цветами, хлебом, солью, целовали танки и так далее, когда они пришли в Галичину. Вот. Более того, что если бы галичанам сказали, что мы дарим вам государственность, вот, да, поставили бы там своих людей вот, из представителей недобитой КПЗУ кого-то там, или же из представителей интеллигенции местной, вот, при этом полностью, которые бы ориентировались на Москву, такое государство Сталинида. И точно такие же государственные объединения сделали в Западной Беларуси, в Литве, которые, кстати, подарили Вильнюс. Вильнюс же был оккупирован Польшей, а тут пришла советская власть и отдала литовцам Вильнюс. В Латвии, в Эстонии и так далее, то я думаю, что вот эта система вот этих государств Сталинид, по принципу государств Наполеонид, который создавал в свое время Наполеон, вот, она бы сыграла бы свою роль. В первую очередь это роль буфера, вот, а также на определенном этапе они бы играли бы ту же роль, которую играли государства Варшавского договора, государства СЭВ уже после Сталина. Да, вопросы, конечно, очень интересные. Вот Рексаш спрашивает. Вопрос Константину. Правда ли, что Ахиллес, герой Троянской войны, родом из Керчи? Заранее спасибо. Да, вы знаете, есть такой профессор Валерий Бебек, вот, который посвятил большое количество исследований и доказывает, что значительная часть героев Троянской войны, а также вообще греческого мифологического эпоса происходит из Украины, что Геракл родился в Житомирской области, что Троя находилась на современной Троещине, что Мелитополь – это древний Милет и так далее. То есть, понятное дело, что в этой концепции, в этой системе координат и Ахиллес тоже родился в Керчи, похоронен на острове Змеиный. Я не шучу. Здравствуйте, Константин. Пожалуйста, пролейте свет о досье Давида Жвании и его судьбе. Речь идет о компромате на майдановскую верхушку. Но я знаю, что покойный Давид Жвания ходил несколько месяцев там, и в Генпрокуратуру накануне войны и в другие правоохранительные органы, вот, предлагая
предлагая досье именно и дать свои показания относительно того, что происходило на Майдане. Вот. Однако его игнорировали, он выступал там с прямыми обращениями на телевидении, вот, в том числе на российском телевидении, и говорил о том, что я готов сейчас вот дать показания. Никто показаний никаких не брал у него, а потом в самом начале войны, как известно, в Запорожской области странная была ситуация, конечно, странная ситуация в серой зоне, его нашли убитым. Так что, вот. Хотя есть большое количество людей, которые не верят в его смерть, но меня одна известная политик убеждала как-то, что вот на самом деле Жваня жив, что это не он там вот, в морге и так далее. Но, извините, вот, оперируем официальными данными. Здравствуйте, Константин. Является ли приказ на свободное пересечение границы до 22 лет угрозой для ЕС? Некий шантаж. Если не будете помогать оружием, деньгами, мы высвободим молодую, активную, идеологизированную орду протестующих на вашу землю. Вот покажет вам Кузькину мать. Плюс будет высасывать соки из бюджета. Что думаете на этот счет? Ну, опять же, я не думаю, что будет такой массовый выезд молодых людей. Вот. Да, будет много молодых людей, которые выйдут из числа городского населения, вот, но, извините, молодому человеку там, 20 лет, который выедет из Украины, надо на что-то жить там, в Европе. В условиях, когда перестанут давать пособия, в условиях, когда необходимо будет найти работу, а это сейчас все тяжелее и тяжелее, вот, не такое большое количество людей сможет остаться там на долгое время. Андрей спрашивает, почему никто из оппонентов по переговорам не слышит Путина, когда он говорит о принципе единой безопасности, неделимой невозможной к повышению для одних за счет других. Ведь никто даже не зеркалит эту подобную терминологию, знак понимания, тем более категории, систему координат. Получается, что у второй стороны в качестве базовой позиции нет желания предотвратить генерацию условий возникновения потенциальных угроз для человечества следующего порядка. У китайцев есть концепция единой судьбы человечества, и они оставляют за Россией право на постройку соседнего Ноева ковчега. А Запад даже не допускает такой возможности, он не заинтересован в купировании угроз войн будущего. Путин, в принципе, говорит сегодня только с Соединенными Штатами. Он понимает, что, например, европейские государства с ним не готовы общаться. Вот. И поэтому вся его риторика, все его доводы, все его аргументы направлены в первую очередь к Соединенным Штатам, к Трампу и к его ближайшему окружению. Вот. И его абсолютно удовлетворяет то, что его тезисы там слышат. Вот. Все остальное он считает, что вот там услышат, акцептируют и, соответственно, донесут к своим вассалам. Тем более, что Трамп показал, что на сегодняшний день он к европейцам относится именно как к вассалам, а не как к партнерам. Угу. Может ли быть второй смысл у разрешения на выезд парней до 22 лет? Никто не отменял контракт 18-24, остановить пацана на границе и уговорить, в кавычках, подписать контракт. Не проблема, можно даже силой. Ну и такое возможно, но дело в том, что, понятное дело, что подобного рода действия, они, если будут носить характер, то вряд ли массовый. Угу. Пользователь пишет: добрый вечер, как вы считаете, ну тут оба считаете, прошли бы вы бы фильтрацию в Шереметьево? А зачем мне проходить фильтрацию в Шереметьево? Я туда не собираюсь. Ну, знаете, ну, мне кажется, нет. Ну, то понятно, что зачем туда никто там не собирается. Но тут же вопрос же фильтрации. Ну вот, да, фильтрации в самом процессе. Думаю, что нет. Я, честно говоря, знаете, вот странный момент. Я очень не люблю вот эти все процессы всяких фильтраций, проверок и так далее. Вот я вырвался из одного, скажем так, из одной системы, которая мне предлагала постоянные фильтрации. Зачем мне нужна другая система, которая предлагает мне такие же фильтрации? Так, значит, добрый вечер. Почему при переписи на Украине всех без разбору записывали в украинцев, даже тех, кто называл себя русским? Татьяна интересуется.
Ну, извините, пожалуйста, я не знаю таких случаев. Последняя перепись была в 2001 году, и, насколько я знаю, никто тогда насильно не записывал. Просто мои соседи, у меня были соседи уже покойные ныне, соответственно, они были русскими. Вот это было во Львове, кстати. Вот. Их записали русскими, никто их не заставлял, ни Веру Ильиничну, вот, ни ее супруга не заставляли писать себя украинцами. Я таких случаев не знаю. Вот именно заставляли. Арт, ну, в общем, пользователь. А, Сегодня ну, у меня был Уралов писатель, он поднимал тему общения в игровых чатах молодежи. Могу утверждать, что не только молодежь, но и не только игровые, а и автомобильные, строительные, ремонт электротехники, музыка. Короче, любые другие профильные чаты, везде есть договор. Условия не касаться политики. Люди не прекращали общение, помогают друг другу. Иной раз украинцы даже пишут на украинском, воспринимается это все нормально. Как вы думаете, если негласно установить договор при общении украинцев и русских, затрагивать тему войны, ну, не надо, поможет ли это примирению людей? Как Я могу людей? сказать следующее. Я нахожусь в Австрии. Вот. Здесь ни разу ни у одного из моих знакомых, независимо от происхождения, из Украины, из России, не возникли вопросы политического характера. Никто друг другу не ставил на вид там, то, что сейчас наши страны воюют и так далее. Вот. Здесь нет какой-то разницы и прочее. И вот если появляется количество какое-то людей, которые там занимают активную там радикальную позицию относительно друг друга, вот, то это меньшинство. Вот, понимаете, антироссийские акции, или же вот, например, акции, которые проходили перед памятником воину-освободителю 9 мая, это собирали небольшую кучку людей. Небольшую кучку людей, которые на самом деле вот только вызывали жалость. Знаете, когда приходят люди с цветами к памятнику, а тут стоит десяток людей, там 10-15 человек, которые включают «Батько наш Бандера», знаете, чтобы... Ну, вот это вызывало попросту, ну, такую себе, скажем, улыбку жалости, скажем. Вот. Нет какого-то антагонизма серьезного. Нету. И это проявляется фактически по всей Европе. Это появляется по всей Европе. Так что я думаю, что на самом деле вот, рано или поздно произойдет выздоровление, что наше противостояние, наши попытки, скажем так, все-таки перевести нынешний конфликт в вечную войну, вот, они все-таки уйдут в прошлое. Давайте немного вопросов из чата. Признает ли Россия, если Зеленский переизберется на второй срок? Если выборы пройдут под контролем и будут признаны абсолютно прозрачными, свободными и транспарентными, то, соответственно, я думаю, что признают. Вижу, что в Украине те же и очень похожие проблемы, что и в моей России. Так как же лечится путинизм, зеленизм? Конкретику, пожалуйста. Ну, в данной ситуации, я думаю, что для начала необходимо закончить войну. А дальше уже пойдет выздоровление, потому что очень многие моменты детерминированы войной. Так, значит... Да, ставьте лайк эфиру, это очень помогает. Нейтральный вопрос. Александр Константин. Как за столько лет не поехать кукухой, пребывая в таком нестабильном динамическом информационном потоке? Надеюсь на развернутый ответ, так как сам все отслеживаю. Константин Петрович, признавайтесь, как вы не поехали кукухой? Знаете, один мой знакомый, сам очень известный профессор, доктор медицинских наук, известный психиатр, любит шутить. 97% людей рождаются с психическими девиациями, остальных формирует среда. Ой. Норма – это же понятие достаточно условное. Вот, и, соответственно, может быть, и мы поехали кукухой, как говорится, вот, а просто этого не замечаем. Я же не знаю. Вопрос от Марии. Прокомментируйте, пожалуйста, список Панченко. Как вы к нему относитесь? Как думаете, для чего там некоторые люди?
Я посмотрел список, достаточно обширный. Вот, насколько я понимаю, Диана проделала достаточно большую работу. Вот, достаточно большую работу. Она собрала данные относительно тех людей, против которых возбуждены уголовные дела, которые находятся сегодня в тюрьме, находятся под арестом или же которые находятся под другими ограничительными моментами, против которых возбуждались дела. Поэтому я думаю, что в целом она провела очень положительную работу. Вот. Я не знаю, насколько полный этот список, не буду говорить. Я видел, что как многие там обижались, что вот меня забыли и так далее. Так что по поводу некоторых она исправилась, по поводу других она просто проигнорировала. Вот, но в целом вот, она задекларировала, что она хочет передать этот список в Соединенные Штаты и международным организациям, вот, чтобы они заботились темой политзаключенных в Украине. Насколько это сработает, но я сомневаюсь, что Зеленский боится ответственности за наличие политзаключенных, потому что подобного рода решения принимаются в тесной консультации с его покровителями, так скажем, партнерами. То есть они ему дали добро на данное действие. Поэтому я думаю, что необходимо попросту к этому относиться как к документу эпохи, как к определенной такой белой книге, вот, которая вряд ли возымеет свое действие. Так, значит, Андрей Плеханов задает вопрос. Если вы в курсе, ответьте, пожалуйста, цена кружки кавы в Венской опере какая? А вы знаете, вот я в Венской опере каву не пил, но в целом вот в среднем цена кофе в Вене где-то в районе, так вот последнее время это около 3 евро. Мгм. 2,60, там 2,83. Спрашивают о том, что вот эти 36 биолабораторий, которые проводили опыты над украинцами, гость был у Такера Карлсона, разошлось это вещь. Ваше отношение и просьба прокомментировать. Ну, тема лабораторий в Харьковской области, в Киевской области и в других областях, она поднималась еще до войны. Вот. Более того, что даже посольство Соединенных Штатов дало какой-то не совсем разумительный ответ, из которого следовало, что да, такие эти лаборатории есть, вот, но никакой конкретики не последовало. Михаил Добкин в свое время говорил о том, что в РФ есть такая лаборатория, потом была информация про одесские лаборатории и так далее. Что касается реальных моментов, доказательства не получены на сегодняшний день. Константин, поддерживаете ли вы отношения с Порубием и Черноволом? Где они, Вы Анатолий? знаете, на самом деле, насколько я знаю, что они в Украине, более того, Порубий воевал там. Вот. Я потерял сейчас связь и с Черноволом. С Порубием у нас не было таких, скажем, тесных дружеских отношений. Просто мы однокурсники. Последняя наша встреча состоялась абсолютно случайно, когда он выходил из гостиницы «Киев», а я туда заходил. Вот, он был в то время спикером Верховной Рады. Вот, он улыбнулся и сказал: вот, я тебя постоянно читаю, хоть ты и враг, сказал с улыбкой. И это была наша последняя встреча. То есть, а с Тарасом Черноволом как-то, я не знаю, вот у нас как-то растерялись мы. Вот. Я время от времени вижу его эфиры, я не все разделяю то, что он говорит. Вот. Да, но когда-то у нас были очень тесные дружеские отношения. Ну, спрашивают, будет ли эта книга про Ермака у вас? Нет, не будет. Не будет. Не будет. Я достаточно сказал про Ермака в книге «Джокер». Там есть целый, скажем, пласт ермаковщины, вот, про ермаковщину и так далее. Вот. Я не думаю, что Андрей Борисович это настолько ценная фигура для истории, чтобы о нем писать целую книгу. Значит, так, вопрос, вот, давайте на нем завершим сегодняшний наш эфир от пользователя. Какое у вас отношение к сегодняшней Украине? Тяжелые отношения, потому что мне очень хочется, чтобы эксперименты над Украиной и издевательства над Украиной прекратились.
Вот. Очень хочется. Вот. И тем более, что я понимаю, что вдвойне больнее, что я сейчас не могу быть непосредственно в Украине. Кость Бондаренко был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и мысли. До свидания. До новых встреч. Друзья, увидимся с Константином Петровичем через неделю. Обязательно подписывайтесь на его канал в Телеграм, на YouTube. Поставьте лайк этому видео. Так что лайков маловато светится. Давайте поднажмем в финале. Ну и берегите себя и друг друга. Добра и света. Доброй ночи.